И я всех приветствую, дорогие друзья, на нашем прохождении карьеры за наш легендарный в будущем Крю Александра. Пока что на данный момент у нас довольно-таки все неплохо. Томаса мы продали, какие-то, но деньги у нас на трансферы появились. Мы отправили скаута уже искать нам замену нашему Томасу, и он даже исследует уже какого-то игрока, которого я сейчас покажу. Но на данный момент я хочу всем пожелать приятнейшего аппетита, всем приятнейшего просмотра, и давайте начинать. Вот, ребята, каких игроков нам подобрали скауты. Вот этот вот Льюис Майли, его уже исследует наш скаут, исследует, и скоро нам должен прийти по нему отчет. Возможно, это замена нашему Томасу. Это молодой, перспективный, скорее всего, футболист, который может играть как ЦП, ЦОПа, так и ЦАПа. Также из свободных агентов нам нашли какого-то Ильяса Костиса, Киприота, ЦЗшник. В принципе, если у него неплохой рейтинг, я думаю, он нам лишним не будет. Также у нас слабая позиция ЛП, и нам нужен на него хороший игрок. Вот у нас есть Аарон Рэмзи. Ну, скорее всего, с учетом того, что ему уже 20 лет, и играет он в АПЛ в Астон Вилле, денег нам на него не хватит. Но в случае чего будем иметь в виду, может возьмем его в аренду или что-то типа того. Хотя вряд ли он к нам пойдет, но пусть будет. И вот ЦПшника у нас нашли, у него вроде как должен истекать контракт, потому что я ставил, если помните, с первой серии задачу. Если ее, кстати, не смотрели, то по ссылочке в описании она будет. Или в подсказках в конце видео тоже она будет. Поэтому смотрите видео до конца и там все увидите. Так вот, Кэмерон Руни. Фамилия довольно-таки популярная, я думаю, знаете сами почему, по какому футболисту она популярная. По легендарному Уэйну Руни, если кто не знал, поясняю. И вот у нас подобрали игрока типа как усиление основы. Также я отправил скаута исследовать его. Ну а мы давайте будем переходить к нашему следующему матчу. Сейчас у нас матч с Солфордом. И возможно за это время сейчас нам наши скауты привезут уже какую-то информацию по нашему Льюису Майли. Замена Томасу. Потому что нам не мешало бы усилить, скажем так, наш центр поля. Вот, кстати, ребят, как выглядит наш лист. Вот Мейра мы отдаем в аренду, Лунта отдаем в аренду, Бота уже отдали в аренду, Финей тоже уже отдали в аренду, вот Кемстердауна тоже отдали в аренду. Было два предложения по нашему Табинеру, или Табиньеру, не знаю как правильно, но мы их отклонили, потому что он для нас еще нужен, он важен для нас игрок. И было вот предложение по Лонгу. Лонга мы тоже пока не будем продавать, потому что это форвард, это игрок, который еще может сыграть на ЛП. И у него довольно-таки неплохой рейтинг, на самом деле-то, для нашей команды. И, кстати, ребят, я совсем забыл, мы же нанимали скаута, и у нас был еще свой внутриштабный скаут, которых мы отправляли на поиски нашей талантливой молодежи. Но первый игрок у нас вообще никак, а вот второй уже что-то, да, значит. Кстати, тут где-то еще вот был у нас скаут. Давайте посмотрим, что этот нам привез. Ну, как будто бы ничего такого особо интересного он нам не привез. Это у нас, скорее всего... Ну, давайте вот этого подпишем в молодежку. Ну и как бы на этом пока что все. Вот мы и подобрались к матчу с Солфордом, пока поотвечал там на все сообщения из почты, пока пораздавал наших игроков в аренду. Но, в общем, вот. Сейчас Солфорд находится на 9 месте. Ну, они как бы... Пока только был еще один тур, они его выиграли, мы тоже его выиграли. И они играют по такой схеме 5-2-2-1. Я бы, конечно, сказал, что эта схема 5-2-2-1 это больше, конечно, оборонительная схема, но как оно будет на деле, мы узнаем только уже во время матча. Особых изменений по стартовому составу в сравнении с прошлым матчем у нас особо нет. Болельщики нас очень даже яро приветствуют, ну а мы готовы начинать. Бейкер, очень-очень хорошей позиции. Забивать. 1-0. На 6-й минуте матча Бейкер распечатывает ворота соперника и открывает счет. Очень хорошее начало против Солфорда. Как я и говорил, они являются одними из фаворитов в этой лиге. Но это еще только самое начало матча. Не стоит пока что расслабляться. Но начало очень хорошее. А теперь Гриффит развивает неплохую атаку. Давай пас на 2-0. Бейкер удваивает наше преимущество. На самом деле, я прям удивлен. У нас вот этот тут Бейкер, у него рейтинг, по-моему, 63, если я не ошибаюсь. Но он довольно-таки неплохо бежит. И с реализацией, как таковой, у него особо проблем пока что не возникает. Ребята, 2-0. На какой у нас минуте? Я не посмотрел. На 16-й, по-моему, или на 17-й минуте счет становится 2-0. Мы удваиваем наше преимущество. Шикарно, просто шикарно.
А сейчас может быть и очередная опасная атака. Опасно Бейкера. Скидка в центр. Удар. Гриффит. 3-0. 3-0. Ребята, я не знаю, в чем прикол. Вы видели прекрасно сами, как проходили предыдущие матчи. И в этом матче пока что все очень легко. На 23-й минуте матча счет становится 3-0. Пока что Солфорд мы не чувствуем вообще. А вот может у них получиться, в принципе, неплохая атака. Удар! И 3-1. 3-1. Про что я и говорил. То есть, поначалу вот здесь как-то между наших двух защитников он прошел. Я не знаю, как мы его не удержали. И довольно-таки сильный удар в дальнюю девяточку. Прям положил. Хорошо. Про что я и говорил. Не стоит расслабляться. Хороший пас. Холичек. Удар. 4-1. Прекрасный пас отдали сейчас на Холичке. Ну, кстати, вот я считаю, что вот этот вот Холичек на данный момент в нашей команде это слабое звено. Почему? Потому что у него довольно-таки низкий рейтинг в сравнении со всеми остальными игроками нашего основного состава. Но при всем этом, несмотря на его довольно-таки невысокий рейтинг, он себя показывает, ну, я бы сказал, относительно неплохо. Пока что он себя реально неплохо показывает, и, по-моему, во втором матче к ряду, хотя, возможно, я ошибаюсь, он все-таки забивает. Я так по матчу вообще смотрю, то Солфорд пытается нас придавить. Удар, Трейси еще. Ай-яй-яй, опасно. Так вот, смотрю по матчу, что Солфорд пытается нас прижать к своим воротам, а мы на данный момент играем пока что только на контратаках. Ну, в принципе, как бы, это наша основная тактика, поэтому она, в принципе, работает. У них особо тоже сейчас ничего не получается, и у нас особо тоже ничего не получается. Какие-то мелкие атаки, но ни к чему опасному они пока что не приводят. Хороший пас. Гриффит отдает на Бейкера, удар! 5-1. 5-1. Короче, ребята, я понял, вот этот вот Бейкер, это, по-моему, 9 номер у него на маечке. Да, 9 номер. Это наша новая звездочка. Это наш топ-бомбардир на данный момент. У него проблем с реализацией как таковой, ну, вообще нету. Вообще особо проблем с реализацией нет. Он реализовывает почти все, что получается. Ну, прям красавчик. Прям красавчик этот Бейкер. Вообще мне нравится. Робиньер тащит мяч сам. Бейкер там с защитниками немножко затерялся, но атака продолжается. Лонг по флангу. Свежий игрок вышел. Пас на Бейкера. Удар. 6-1, ребята. 6-1. Бейкер, по-моему, покер оформляет, если я не ошибаюсь. Ну, мы просто уничтожаем соперника. Я не знаю, как так получается, но это просто уничтожение соперника. Гриффит. Хороший запрос на Бейкера. Отличный запрос на Бейкера. И удар с лета. Ну, Бейкер хорош. Прям очень хорош. Мне нравится, как он открывается. Мне нравится, как он реализует моменты. Прям... Даже сейчас, в принципе, мы могли более грамотно реализовать этот момент, но счет позволяет, чтобы забить какую-нибудь красоту и пробить, допустим, более-менее с дальней дистанции, чтобы что-то красивое залетело. Матч, в принципе, так и закончился со счетом 6-1. Это просто полнейший разгром. Бейкер очевидный игрок матча, да, как я и говорил, у него покер, прям красавчик. Но не будем, конечно, ему повышать самооценку, посмотрим, что он сможет показать в других матчах. В следующих матчах и в матчах, возможно, кубка с более сильными соперниками, нежели Солфорд. Как-то Солфорд мы, честно говоря, даже не почувствовали. Пришли, ребят, наши отчеты по двум нашим игрокам, по Льюису Майлей и по Костису. Костиса и свободных агентов мы в любом случае забираем. Я думаю, на зарплату мы им как-нибудь нашкребем. Но вот а по Майлей могут быть вопросы, потому что все-таки за него хотят 1,5 миллиона. Ну, давайте, я не знаю, попробуем, может, на кого-то... Он не хочет переезжать. Понял, значит, на данный момент разговор о приобретении этого игрока у нас заканчивается. Так, ну давайте хотя бы попробуем Костиса подписать на защиту. Это будет очень хорошее укрепление нашей защиты. Роль, конечно же, ключевой мы ему ставим. Да, здесь давайте даже 5 лет. Насколько я знаю, в FIFA есть такой небольшой баг, что когда предлагаешь повышение на 1 год, они всегда соглашаются. И нам пишут его рекомендуемую зарплату. 4400, давайте 4500, ну и 10 тысяч подписного бонуса. Как бы, я думаю, должно хватить. Да, достойное предложение. У нас первый трансфер. Костис переходит к нам из свободных агентов. Я думаю, что в принципе как бы
Это нормальный, абсолютно здравый трансфер. Вот, Костис. Первое наше подписание. Наш тренер приветствует его в клубе Крио Александра. И вот, ребят, как выглядит наш состав. Стартовый состав, я бы даже сказал. У нас получается вот только ЛП, слабая позиция. Ну и, конечно, в идеале бы заменить ЦП, потому что мы продали нашего Томаса, если вы помните из предыдущих серий. И хотелось бы поменять его на кого-то более, скажем так, рейтингового. Чтобы у нас хотя бы все игроки в составе были от рейтинга 60+. Ребят, посмотрите, кого нам прислали скауты. Джоб Беллингем. Это брат того самого Джуда Беллингема. И он играет за Сандерленд, а Сандерленд у нас не выступает в АПЛ. И ему 17 лет. Характеристики у него, я бы не сказал, что прям самые крутые. Но как только нам придет отчет, мы сразу посмотрим на этот, конечно, отчет. Хотя даже... А что смотреть? Давайте пробовать его покупать. И он согласен на переговоры. Давайте. Я даже не знаю, сколько за него можно предложить. Но это будет прям сверхкрутое приобретение. Давайте пробуем обмен. На кого нам поменять? На полузащитника. На Табиньера с доплатой. И предложить цену трансфера. Давайте, допустим, предложим еще 500 тысяч сверху. 500 тысяч. Что они скажут? Ага. Они всего хотят 1 250 000. Но у нас столько нету. Давайте попробуем предложить другого игрока. Может, они захотят обменяться на Колкита. И плюс... Сколько у нас Колки? 250 и плюс 600. Наши все 600. Вот эти вот копеечки наши все пусть забирают. Ага. Нет, пока что они не хотят договариваться так. Но, возможно, в дальнейшем мы сможем что-нибудь придумать. Так, ребят, у нас кубковый матч Карабао Кап против Брэдфорда. Вот так вот выглядит их состав. И схема у них 4-2-3-1. Это уже более атакующая схема, нежели чем у Солфорда. Ну, давайте переходить к матчу. Вот наша звездочка. Кортни Бейкер Ричардсон. В предыдущем матче оформил покер. Давайте смотреть, что он сможет показать в этом матче. Опасная атака Брэдфорда намечается по флангу. И прострел. И... Ричардс. Кстати, ребят, а мы-то совсем позабыли про то, что Ричардс у нас это просто топовый какой-то читерный вратарь. Он тащит вообще все. Подбор за Брэдфордом. Вот только я сказал. Но тут не берущийся был мяч для нашего Ричардса. И Брэдфорд открывает счет на 6-й минуте матча. Мы в прошлой игре на 6-й минуте забили. А в этом матче на 6-й минуте уже забивают нам. Опасная атака Брэдфорда. Это пенальти? Это пенальти, ребят. Это пенальти. Наш защитник спалил и принес нам пенальти. Ну, что нам остается? Только стараться его отбить. Кстати, ребят, Костас у нас сегодня в заявке. Он отлично, вроде как по рейтингу вписался в состав. Удар право. Тащи, Ричардс! Хорош. Ну, я вот прям изначально я даже почувствовал, что он туда пробьет. Что-то остается прежним. Но пока что, ребят, я могу сказать только о том, что матч с Брэдфордом ощущается прям тяжеловато. Прям очень тяжеловато. И я, кстати, даже не знаю, с какой-то лиги у нас Брэдфорд. Может, он с лиги повыше? Поэтому так тяжеловато пока что играть. Но пока что мы особо-то ничего создать не можем. И опять Брэдфорд в атаке. Кук с мячом, что он будет делать на пас в центр. И удар мимо. Нам везет. Ребят, я реально говорю, пока что мы ничего создать не можем вообще. Хорошо, Бейкер. Хорошая игра в стеночку. Бейкер забивать! 1-1. 1-1. Бейкер красавчик. Просто красавчик. Ну, это прям вот, ну, на данный момент это прям вот выделяющийся игрок из всего состава. Бейкер с мячом. Теперь он уже и на фланге отыгрывает. Он уже сам на фланге отыгрывает. Надо разворачиваться, как-то смещаться в центр. Ну, посмотрите, что делает Бейкер. И удар в дальний. Получился удар в ближний. Подождите, это пенальти? Это пенальти? А за что? Что случилось? Что произошло? Смотрим повтор. Мяч в руку попал. А я-то целил в дальний, а мяч полетел в ближний. Поэтому у нас это, ребят, и пенальти.
Мы переламываем ход игры. Бейкер, девяточка. Прям, это просто какой-то нонсенс, нонсенс. Он просто феерит сейчас, ну, на каком-то нереальном уровне. Как будто он сам должен играть на уровне выше той лиги, в которой мы играем. И даже посмотрите, как сейчас он переламывает ход встречи с Брэдфордом. До 20 какой-то там минуты, плюс-минус, мы дышать на поле вообще не могли. Бейкер с своими двумя голами, то есть, причем он этот пенальти, он же сам себе его заработал, по сути. И переломал ход игры, сейчас мы уже побеждаем 2-1, хотя еще буквально недавно проигрывали 1-0. Наши ворота назначили пенальти, сейчас Бейкер удар! Ну, сейчас мимо, ладно. Сейчас мимо. И все у нас пока что неплохо. Пас на Бейкера, и это 3... Да, это 3-1. Ну просто посмотрите, он реализует все. Я не знаю, сколько раз я еще повторю то, что он реализует все. Но это просто какой-то талантище. Я просто видел на предсезонке, как играют другие игроки. Я пробовал менять нападающих. И они не забивали так, как забивает Бейкер. Даже близко. Причем он же, самое что интересное, и убежать-то может. И снова пас на Бейкера. Ну, тут, скорее всего, офсайд. Или нет? Нет офсайда. Бейкер в дальний! Красавчик. 4-1. И он продолжает забивать во втором тайме, когда, по идее, соперник должен был уже как-то сменить немножко тактику игры, но ему ничего не мешает. Посмотрите. Там ушел и в дальний пробил противоход вратарю, и вратарь ничего не мог сделать. Аплодисменты от нашего тренера, аплодисменты от нас. И, кстати, ребят, напишите в комментариях, есть ли какое-то сходство между мной и нашим тренером. Мне кажется, что какое-то сходство есть, и таким образом карьера приобретает еще большую реалистичность. Опять очередная атака Брэдфорда. Дальний удар! Ух, какой опасный удар. Ну, Ричардс тащит. Куней. Подключение очередное его по флангу. Подключение. Ну-ка, кому отдать пас? Хорошо! Но Лонг немножко, ну, далековато было. Нужен был удар посильнее, чем получился. Но Куни, кстати, посмотрите, как он у нас хорошо начинает подключаться по флангам. Нужно как-то его постараться чаще, наверное, задействовать. А теперь Трейси отдает на Бейкера. Бейкер на фланге. Пас-центр. Удар! Ой. Опасно. Бейкер у нас уже и голевые скоро раздавать-то начнет. Бейкер. Открывайся. Хорошо, Бейкер побежал. Ну, просто вот, это легко. Это просто легко. Бейкер, еще. Удар. 5-1. 5-1. 5-1, ребята. Это просто фантастика. А не Бейкер ли забил все 5 голов в сегодняшнем матче? Бейкер, пас. В стеночку. Хорошо. Бейкер, 6-1. 6-1, Бейкер. Красивая игра в стеночку. Защита уже просто опустила руки. Они уже даже не хотят никак его останавливать. Это просто какой-то космос. Так матч, ребята, и заканчивается с счетом 6-1. Сейчас посмотрим, сколько голов у нас забил Бейкер. Все 6 и забил. А вот как 6 голов называются, я уже, честно говоря, даже и не знаю. Ну, прям звезда. Ничего не скажешь. Что ж, ребята, следующий матч у нас против Уимблдона. Немножко я там пропустил моментик. Не успел заранее анонсировать, с кем на следующий матч. Ну, вот, уже по факту разбираемся. Бейкера сейчас у нас нет в стартовом составе, потому что после последних 2 матчей он сильно выдохся. У нас сегодня другой нападающий. И цапник другой. Попробуем новую связку Колкита и Лонга. Колкит и Лонг. У нас сегодня новая связочка в нападении. Посмотрим, на что будут способны они. Невид по флангу хорошо идет. Пас в центр на Лонга. Лонг решать. Есть. 1-0 на 18 минуте. Лонг забивает. Посмотрим, насколько хорош Лонг по результативности в сравнении с Бейкером. Колкит с мячом. Играем через центр. Пас на Лонга. Хорошо. Лонг решать. Мимо. Ну, ладно, тут можно списать этот промах на то, что была очень неудобная позиция. Наверное, надо было лучше подработать под удар. Потому что бил он с разворота, и да и позиция была не сильно удобная. Поэтому, ладно, этот момент мы ему прощаем. Лонг на Колкита. Теперь Колкит у нас. Надо на замахе убирать в центр и забивать. Хорош. Колкит, красавчик. Ну, в принципе, ребята, у нас получается такая ситуация, что у нас вырисовывается сразу 2 связки. Это Бейкер и Гриффит. И Лонг, и Колкит. В принципе, как замена той паре. Отлично. Отличная связка у нас получается. Они, в принципе, и сами справляются абсолютно со всем.
Они сами себе создают моменты, друг на друга раздают голевые, сами все решают, сами все забивают. Ну, это мне прям даже нравится. Колкет получил пас от Лонга, пас в центр от Колкета и 3-0. 3-0. Короче, ребята, в следующей серии мы повышаем уровень сложности, потому что этот уровень сложности становится для нас уже каким-то легким. И, наверное, это будет просто неинтересно, если мы вот так вот легко будем выигрывать все матчи. То есть, если первые матчи, я привыкал к этой игре, были для нас довольно-таки сложными, потому что я впервые играл в EA 24, да, поздно до нее добрался, но уж как получилось. То сейчас у нас для нас эти матчи уже кажутся, ну, легкими, просто легкими. Мы обыгрываем соперников с огромными щитами, и это выглядит абсолютно нереалистично. Абсолютно. Даже вот сейчас вот Пауэлл выходит 1 на 1 и не забивает. И Лонг, кстати, у нас травму получил. Лонг у нас получил травму. Отложенный фол, как раз таки, возможно, и связаны с этой травмой. Сейчас мы посмотрим. Да, это очень грубый подкат сзади. Лонг наш получил травму. Надо его заменять. Не успел наш Лонг проявить себя, как уже уходит на поле с травмой. И выходит Бейкер. Ну, а как иначе? С травмой игрока нельзя оставлять на поле. Ой-ой-ой, какая ошибка, какая ошибка! Но наш вратарь тащит. Или что? У нас вторая травма. Ребята, у нас вторая травма в матче. Наш защитник Димитру получает, и похоже, что серьезную травму. 2 травмы за матч. И у нас проблемы, ребят. У нас проблемы. Колкет, пас на Бейкера. Бейкер, центр. Еще дальше Пауэлл. Хорошо, на Невита. И... Ёб твою! Ну как так? 2 штанги мяч зацепил, но в ворота не залетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, какая ошибка. Какая ошибка в конце матча. А Дебиси наш получает желтую за вот такой вот фол. Прямо в штрафной снес игрока, потому что игрок хорошо пробросил мяч дальше. И это пенальти в наши ворота. И вправо. Паненко и Дэвисон, или Дэвидсон, как его там правильно, не знаю фамилия. А Паненко красиво-то нам забивает. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Колкет. На Бейкера, хороший пас-центр. Хороший пас, решай. Хорошо, Бейкер. Тут это не берется. Это не берется, и это месть за Паненку. Потому что Паненко, как таковое, это, конечно, и красиво, но с какой-то стороны это немножко неуважение к сопернику и такое, типа, как пижонство. Но Бейкер наш не прощает. Вышел на замену, в дальнюю 9 положил и просто сказал всем, как говорил наш великий Андрей Аршавин. Красная. Красная карточка нашего левого защитника. То, что грубая игра какая-то пошла. Какая-то грубая игра пошла, и это да. Ну, это заслуженная красная, то есть вопросов нету. Вопросов вообще нету. Хотел сыграть в мяч, но немножко не попал. И уходит с поля. Мы остаемся без левого защитника, так еще и с 2 травмами. Так вот у нас складывается, какой-то у нас получается 3-й матч лиги. Опасная атака Уимблдона, но Ричардс. О, красавчик. Ну это сейчас, чтобы вытащить, это нужно было прям постараться. Это прям аплодисменты за такой сейв. Подача с углового. И Ричардс опять. Просто, ну он хорош, но вы сами видите. С игры ему забить тяжело. Прям очень тяжело ему забить с игры. Пенальти, да, ну то есть пенальти это ж 50 на 50. Угловой. Хорошо, что мяч в руку не попал. А в голову, по-моему, попал. И очередной угловой около наших ворот. Очередной угловой. И подача опасная. И еще один угловой. Какой-то уже по счету. Так что оно сейчас будет? Наверное, опять подача. Подача. И опять угловой. И опять угловой. Ну, давайте. Матч-то подходит к концу. И опять... И мимо. Дэвисон чуть дубль не оформил. Очень опасный угловой получился. Очень опасный. Он перепрыгнул прям всех, но не смог забить.
Пас на Бейкера. Бейкер в центр дальше. Табиньер. И пробить. И мимо. И мимо, и мимо, и мимо. Гол родился, откуда его не ждали. Ну вот абсолютно. Гол родился, абсолютно откуда не ждали. Пэл забивает нам гол на последних минутах матча. Это FIFA, это FIFA. И вот такой вот гол. И просто вот подача, не смогли мы ее заблокировать, и счет становится 4-2. Невит с мячом и опять не забивает. Вот у Невита с реализацией как будто так себе. Хотя момент был прям убойный. Ну, матч так, в принципе, и заканчивается со счетом 4-2. Вот такой максимально насыщенный, интересный матч получился. И травмы, и удаления, и много моментов, и счет 4-2, и пенальти. И, в принципе, в этом матче было все. Вот прям под завершение нашей серии матч получился прям на загляденье. Но на сегодня, ребят, мы будем заканчивать. Если вам понравился этот выпуск и вся эта карьера в целом, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, залетайте в мой телеграм-канал, чтобы не пропустить анонсы новых видео, которые выходят на моем канале. Ну и в следующей серии мы уже будем продолжать нашу карьеру за Крю Александра, но на абсолютно новом уровне сложности. Повысим его на максимальный и будем стараться играть на нем. Ну а на сегодня все. Всем пока.